Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и сегодня мы поговорим о том, как прокачивать персонажей, что такое SE энергия, какой лучший способ ее получить, сколько, в общем-то, стоит одна SE энергия, стоит ли вам прокачивать персонажей или проще их купить на рынке. Конечно же, я покажу вам все на примере, покажу вам расчеты, что будет, если вы купите просто игроков, например, на 1000 и будете играть так, как есть, или вы купите игрока на 1000 и прокачаете ее до 1400, в общем-то, что выгодней, что лучше, что сколько стоит, это сегодня мы с вами обсудим. Ну и в конце видео, как обычно, с вами сыграем, на этот раз уже с двух аккаунтов. Ну и так, начнем с первого вопроса. Что же такое SE энергия? Энергия кальмара. И у каждого персонажа она своя. Чем больше у персонажа энергия, тем выше у него будет уровень, и тем больше он, естественно, будет стоить. То есть у каждого персонажа, в зависимости от уровня, есть ограничения. Вот сейчас мы смотрим на персонажа 3 уровня. У нее 1431 энергия есть на данный момент. Стоит, кстати, 115 БСВ, немножко дороговато, вот за 5 БСВ было бы самое оно. И максимум ее можно прокачать до 2000. То есть если вы хотите сделать больше, то этот персонаж вам позволить не сможет. Давайте вот перейдем сейчас на, неважно, на любую, на цифры пока что не пугайтесь. Мы будем сегодня смотреть не на эту таблицу. Ну-ка, где-то у меня есть более дружелюбная таблица. Вот, с этой таблицей мы будем сегодня работать. Вот, например, это я прописывал уровень игрока. Я прописывал, да, по-моему. Так, смотрите, то есть у первого, так, да, в той табличке нет. Вот у первого игрока максимум 600 энергии. Базовая у них там 300, 400, у большинства там до 500. Стоимость их вообще там копейки, 1-2 доллара. У игроков второго уровня максимум энергии 1400. И стоят они вот по-разному. То есть, ну, на рынке редко встречаются игроки второго уровня с энергией выше там 1200. Ну, всякое может быть. Но лимит у них 1400. И цены вот такие, соответственно, там за 800 энергии там примерно 30 долларов, там ближе к 900 это 35 1000, хорошая цена это 41 доллар, 45 долларов, а выше 1000 это в районе 50 долларов. Ну вот это на данный момент неплохие цены. Третьи игроки имеют лимит уже в 2000, как вы видели на примере. И игрок, мы смотрели, сколько это у нас, игрок на 1400 энергии. Ну вот, допустим, 1300 стоит 101 доллар, 1500 125. Ну, она, в принципе, посерединке и сюда и вписывается, плюс-минус. Ну, естественно, в хорошие времена можно и за 100 долларов купить игрока на 1500 энергии, если сидеть на рынке и мониторить. Все зависит от вашего желания. Ну и 4 уровень, это 2700 энергии. 5 уровень сюда даже не вписывал, у него лимит, по-моему, 4000 энергии. Но стоят они просто космических денег, и они абсолютно сейчас, ну, неадекватны и неоправданны. Потому в расчет мы сейчас их брать не будем. Но давайте ради интереса глянем, сколько у нас стоят эти персонажи. И, кстати, некоторые могут задаться вопросом, как отличать игроков между собой. Лиц много разных. Все, ребятки, зависит от фона. Если фон черный, это 1 уровень. Если фон зелененький, это 3 уровень. Если фиолетовый, это 4. И если вот красный, это 5 уровень. Ну, видите, цены на игроков, ну, вот 700 долларов. Допустим, откроем самого дешевого. 2700 энергии. Это у нас 700 долларов. Если мы зайдем же в табличку, то можно увидеть легко, что мы берем 3 персонажей по 1000, получаем 3000 энергии и платим за это 120 долларов. Даже если взять более дорогих игроков, берем 2 игрока по 1500, платим за это 250 долларов и получаем те же 3000 энергии. То есть зачем платить за 3000 энергии 500 долларов, ну сейчас абсолютно непонятно. Но через пару месяцев может ситуация, конечно же, измениться, так как грядет повышение цены контрактов. На данный момент, как вы знаете, если зайти в SE игру, у меня здесь на всех персонажей уже куплено. В общем, не важно. Давайте я покажу вам вверху было. Ну вот цены были на контракты такие. Расчет. Базовая цена на данный момент до конца месяца 1 доллар за 1 день игры. То есть можно было покупать на 15 дней, 30 и 60. Ну и сейчас можно. Цены при покупке на 30-60 дней, там есть 5% скидка. И потому получается контракт на 60 дней стоит не 60 долларов, а 51 доллар. На 30 дней тоже есть скидка есть. И в принципе даже, ну на 12, по-моему, там скидка самая меньшая получается. Но, по-моему, она тоже есть. Давайте возьмем 12-11. И курс тогда был на 1.24.
Но нет, да, скидки тогда не было. Скидки, в общем-то, на самый дешевый контракт нет, но на 30-й контракт скидка есть. Ну да, там скидка есть небольшая, но на 60 дней был самый выгодный вариант. Но сейчас я не советую вам покупать контракт на 60 дней. До конца, поскольку у нас еще осталось, ну, там, большая часть месяца, советую вам сейчас купить, да, более дорогие, там вы потеряете пару долларов, купить контракт на 15 дней, отыграть эти 15 дней и до конца этого месяца купить потом на этих же игроков контракт на 60 дней. Вот официальный твит, не твит, а точнее пост из официальной группы в Телеграме от Biswap, что цена контрактов будет до 31 января. 1 доллар 31 января. Хорошо придумали. Но дальше цена будет увеличиться. Получается 1,2 доллара будет с февраля, 1,4 с 8 февраля и 1,6. То есть, ну, цена просто, ну, практически за 2 недели станет 1,6. И там уже нужно будет немножко пересчитывать. Играть игроками первого уровня, возможно, даже будет уже и невыгодно. Но сейчас не об этом, сейчас мы говорим об SE энергии, которую не так давно разрешили нам прокачивать. Как видите, да, уровень у игрока может быть одинаковый, количество звездочек это уровень, у одного может быть 587 из 1400, а у другого может быть 1000, а у кого-то может быть там и 1200 из 1400. Все это дело можно купить на рынке, и цены, в общем-то, отличаются. Как же прокачивать SE энергию? Ну, стоит сразу сказать, что SE энергия это то же самое, что и RobiBoost. Ну, это, в принципе, одно и то же, только оно отображается по-разному. В игре отображается как вот SE энергия. Вот здесь возле энергии отряда вы видите, отображается у меня 483. И здесь нам говорится, что если вы обменяете на обменнике там 75 долларов, то есть купите либо продадите чего-либо, вы получите одну SE энергию. Но это, в общем-то, цифра вам ни о чем на самом деле не скажет. Проще понять такую вещь, что RobiBoost это характеристика ихних NFT-шек, ихних робисов, которые можно стейкать и зарабатывать деньги. Это эквивалент ихней силы, ну так же как и в персонаже SE энергия, у этих NFT-шек RobiBoost. И один RobiBoost равняется 20 SE энергии. Один RobiBoost это 20 SE энергии. А сколько же стоит у нас один RobiBoost? Если мы зайдем в раздел Exchange, здесь есть вот такая вот шестереночка. И вот вы здесь увидите, что один RobiBoost вам дастся, если вы обменяете 1500 долларов. Это ровно столько же, сколько и было написано, что обменяйте 75 долларов, чтобы получить одну SE энергию. Соотношение 1 к 20. Ну, 1500 разделить на 75 будет ваших же 20. Для того, чтобы получить максимум энергии, вам нужно опять же зайти в обменник, нажать эту шестереночку и перетащить этот ползунок. По умолчанию он стоит, по-моему, вот так. То есть вам 90% возврата идет в деньгах и всего лишь 10% идет в накопление BSV. То есть если же вы хотите именно целенаправленно зарабатывать, ну, RobiBoost и они же SE энергию, вам нужно этот ползунок передвинуть вот туда, чтобы вся ваша комиссия считалась в RobiBoost, и они же SE энергия. Потому что SE энергия это всего лишь так RobiBoost отображается в игре. Потому что вот если мы зайдем на обменник, видите, у меня 24 RobiBoost. Если мы сейчас возьмем вот 24 154 умножим на 20, вы увидите, что это 483. Это вот цифра 483. То есть специально SE энергию мы не зарабатываем, мы по факту зарабатываем RobiBoost, которые в игре отображаются как SE энергия. И способов есть, ну, по факту два. Первый способ — это вы обмениваете деньги. Просто заходите в обменник. Самая выгодная пара для обмена — это USDT на BUSD. Это, вот, в принципе, одна из самых популярных пар. Гонять тезер, короче, стейблкоины между собой и обменивать. Вот вы видите сейчас, если мы введем 1500 USDT, это число, которое нам даст именно один RobiBoost, он же 20 SE энергии, то мы заплатим за это 3 доллара получается, что обменник сейчас говорит, что мы получим 497 BUSD. То есть мы потеряем 3 доллара. Это много. Это много, потому что нужно стремиться, чтобы
один Ruby Boost вам обходился в $1,5. Это вот его минимальная цена. В принципе. Как это можно достичь? Нужно просто сидеть и ждать. Вы видите, только что курс изменился, мы теряли $3, сейчас мы теряем $1,7. Это уже неплохо. Это уже, в принципе, хороший курс, по которому можно обменивать. Также, если вы хотите зарабатывать именно Ruby Boost, SE энергию, то вам нужно здесь поставить, то есть минимальный зазор на проскальзывание. Чтобы не получилось так, что вы вроде как нажали кнопку обменять по вот такому курсу, а у вас обменялось оно по более высокому курсу. Потому что здесь по умолчанию стоит определенное проскальзывание. Но опять же, кто очень терпеливый, тот может здесь выловить и еще лучший курс. Но хорошим показателем по рынку считается в принципе 1,5. Некоторые люди говорят, что вылавливают цены так, что и за $0,5 получается получить один Ruby Boost. Но это если мы говорим чисто вот о такой вот о накручивании Ruby Boost. С другой же стороны, никто вам не мешает выбрать какую-либо другую пару, например, взять биткоин к доллару, ну вот или наоборот, доллар к биткоину и взять и просто торговать. Вы можете открыть там какой-то график на любой бирже TradingView и торговать. То есть если вы умеете торговать в плюс, и у нас есть четкий тренд вверх, либо четкий тренд вниз, то в принципе можно даже эти Ruby Boost и энергии заработать бесплатно. То есть если у вас в целом будет получаться торговать в ноль на бирже, грубо говоря, по графику, то вы будете бесплатно получать Ruby Boost энергии. Ну так могут единицы, кто умеет хорошо торговать. Следующий способ, ну, наверное, самый простой и понятный для большинства неискушенных игроков, это будет самому себе перепродавать NFT-шки. Но, опять же, Ruby Boost брать нельзя, потому что там есть дополнительные комиссии в виде роялти. А вот там панкейки, либо вот монстрики можно обменивать. Я, собственно говоря, этим и занимался. Вот берете себе вот такого монстрика, покупаете себе его за $1. У меня, кстати, они есть. У меня были. Я, правда, не помню, на каком аккаунте мне остался. Я его выставлял на продажу. Нет его сейчас у меня. В общем, покупайте самую дешевую себе NFT-шечку, вот такую вот, какую-то птичку за $1. Выставляете ее на продажу. Тут у вас кнопка Sell. Вы купили ее за $1 и нажимаете продать за ту цену, сколько у вас есть доллар. Вот если вы хотите там $20 тысяч или $10 тысяч гонять туда-сюда, чтобы зарабатывать Ruby Boost, потому что понятно, чем больше у вас сумма за один раз, то есть, допустим, если вы за 1500 получите всего лишь один Ruby Boost, но вы заплатите комиссию, да, то чтобы вам набить 10 Ruby Boost, вам нужно 15 раз сделать эту операцию. И 15 раз вы будете платить комиссию. То есть дешевле и выгоднее, если вы один раз обменяете 15 тысяч. То есть чем больше сумма, тем вам будет лучше. Итак, то есть берете, купили за $1 и выставляете ее на продажу за, допустим, 5 там, или 10 тысяч долларов. За такие деньги, естественно, никто у вас эту NFT-шку вашу не захочет покупать. Ну а если вдруг кто-то лоханется и промахнется, то вы бесплатно заработаете пару тысяч долларов. Но на это рассчитывать, конечно же, не стоит. И потом вы переключаетесь в своем MetaMask, либо в другом кошельке на другой свой аккаунт, где лежат деньги, собственно говоря. Заходите в маркет, выбираете Polychain, например, монстриков. И вот вы видите, находите своего монстрика. Вот вы, как вы думаете, почему этот монстрик стоит $20 тысяч? 20 888 BSV. Не потому что он такой дорогой и уникальный. А если вы поглядите на его историю, вы увидите, что человек 2 часа назад купил его за $1 и начал себе его перепродавать. Первый раз перепродал за $16 тысяч, BSV за 17, а потом поставил 22 тысячи. Ну и вот туда-сюда их гоняет. Видите, сколько раз он уже сделал обмен. Ну и как вы видите, каждый раз, когда покупается и продается, допустим, продалась NFT-шка за 21 899, и с учетом всех комиссий человеку пришло 2888. То есть человек там потерял там сколько, $200 примерно он потерял на комиссии. И вот на эту комиссию вам как раз и будет насчитываться ваша SE энергия, в виде Ruby Boost'ов. И продавая NFT-шку, особенно большими суммами, то есть вы без проблем выйдете на показатель 1.5, 1.6. То есть я гонял $1200, у меня получилось там, первый раз получилось что-то вроде 1.6, а в итоге что-то получилось в районе 1.8. Из-за того, что сумма маленькая, это не так выгодно.
Но в любом случае это будет дешевле, чем 2 доллара. А теперь давайте перейдем вот к этой прекрасной табличке. И здесь мы увидим, что же вам на данный момент дешевле. Взять игроков, которые вот по рынку купить, либо взять какого-то дешевого игрока, например, вот второго уровня с энергией в 640 за 21 доллар, и вкачать в него самостоятельно, влить в него SE энергию и сделать из него 1400. Что же вам выгодней? И смотрите, вот сейчас мы рассмотрим, допустим, на примере вот этих вот игроков. Первая часть, это мы рассмотрим, выгодно ли вам, купив игрока за 640, прокачать его до 800. Или, например, купив за 800, прокачать его там до 1000. Выгодно ли это делать? Смотрите, как получается. То есть я считал здесь довольно так неудачную ситуацию. Я считал, когда один робби-буст вам обходится в 2 доллара. То есть, ну, это максимум, да. Может он вам обходиться в 1,5 доллара, как я вам сказал. Если вы все будете делать правильно, у вас цены будут еще дешевле. Ну, в переводе на SE энергию, это одна SE энергия стоит либо 0,1 доллара, это плохая цена, либо 0,75 доллара, это эквивалент робби-буста за 1,5. То есть тут сами как бы смотрите, считайте, но ситуация особо не меняется на данный момент. То есть что вы поставите сюда 0,7, что 0,1, итог от этого сейчас не изменится. Естественно, он станет чуть-чуть другим, но смысл будет тот же. Итак, смотрите, если вы можете купить игрока в 640 SE энергии за 21 доллар, а игрока за 800 энергии вы можете купить за 33 доллара, то есть вам не хватает 160 SE энергии по курсу 0,1, это вам нужно заплатить 16 долларов. То есть получается, чтобы сделать из игрока в 640 энергии игрока, у которого будет 800 энергии, вам нужно доплатить 16 долларов. А это довольно много относительно стоимости игрока. То есть 21 плюс 16, так, поправил тут расчеты. Получается 21 плюс 16 это 37. А по рынку вы можете его купить за 33. То есть смысл, вот колоночка, смысл отсутствует. То есть вы теряете 4 доллара на это. 4, 6, 5. То есть прокачивать второго уровня игроков на данный момент смысла нет. Просто дешевле, если вам нужен игрок на 1000 энергии, его дешевле купить по рынку. То есть выхватить его за 41 доллар и не прокачивать. Просто купить то, как есть. Если цены изменятся, тоже ситуация может измениться. Вот эти вот значения я удалил, потому что как бы не актуально сравнивать переход игроков между собой второго и третьего уровня. Понятное дело, что, допустим, купить игрока второго уровня и прокачать его на там максимум 1400, это будет выгоднее, чем покупать игрока третьего уровня на данный момент. Но к этому мы вернемся чуть позже. Давайте в пределах одного уровня сейчас будем говорить. Опять же, если купить персонажа на 1200 третьего уровня стоит 100 долларов, ну, в принципе, тут разница просто небольшая. Давайте будем смотреть разницу между 1300 и 1500. Чтобы с 1300 на 1500 прокачаться, нужно добавить персонажу 200 энергии. Это стоит 20 долларов. Итого получается 121 доллар. Ну, здесь даже, в принципе, в плюс. Скорее всего, то есть цена 125 за игрока в 1500, это немножко высоковато, да. То есть, если бы здесь цена была 120, то, думаю, ситуация бы стала поинтересней. Да, если вы купите игрока за 1500, то прокачивать его невыгодно. То есть, если вы его найдете дешевле, то лучше купите с рынка. Если дороже, то лучше прокачать. Опять же, если взять игрока там на 1600, который стоит 135 долларов, но это еще и поискать надо за такую цену на данный момент, то, опять же, прокачивать его невыгодней, потому что 138 вам обойдется его прокачать самостоятельно. А так вы с рынка его можете купить за 135. То есть, здесь уже разница такая небольшая, да. А если же речь идет, допустим, о персонажах 4-го левела, то в принципе получается одинаково. Что купить, что прокачать, разницы нет. Ну, 250, 244, то есть там 4 доллара разница, тут 5 и 3 доллара разница. Ну, в пользу уже прокачки на данный момент. Ну, в принципе, это можно понять, глядя на эту колоночку. Это средняя, эта колоночка показывает нам стоимость SE энергии в персонаже. Мы просто делим цену персонажа на его SE энергию и получаем значение. Понятное дело, что если мы прокачиваем SE энергию за 10 центов, то если у персонажа энергия стоит дешевле 10 центов, его прокачивать смысла нет. Ну, вы, в принципе, это и видите.
везде, где стоят минуса, SE энергия у персонажа стоит дешевле, чем 0.1. Ну, опять же, при цене робобуста в 1,5, то бишь одна SE энергия будет стоить 0.07555. Это будет то же самое. Ну а если берем персонажей более высокого уровня, то у них SE энергия изначально дорогая, то есть там 14 центов за SE, то здесь прокачивать уже имеет смысл. Теперь переходим ко второй таблице. Выгодно ли взять этого игрока и прокачивать его не до следующего уровня, скажем так, по рынку, а вкачать его сразу в максимум? Давайте будем смотреть. Если мы купили персонажа второго уровня, у которого максимум 1400, но мы его купили с 640 единицами энергиями за 21 доллар, то нам не хватает до его полной прокачки, это 1400 минус 640, нам не хватает 760 энергии, вот нам нужно столько до максимума. И это нам обойдется в 76 долларов. Итого Итого мы получим 76 долларов плюс 21 доллар. Цена максимально вкачанного персонажа будет 97 долларов с энергией в 1400. И давайте теперь мы посмотрим, что же у нас получается. 1400 энергии у нас стоит, ну, 100-110 долларов. То есть, ну, пограничные значения. Но если же мы возьмем игрока, у которого 800 энергии, и купили мы его за 33 доллара, а я покупал даже за 30 таких персонажей, и прокачаем его до максимума, вкачаем ему еще 600 энергии, то мы получим его уже за 93 доллара. А 93 доллара за 1400 это лучше, чем 100 долларов. Уже есть выигрыш. Еще более оптимальный, вот у меня есть такой персонаж, а ну где он, 887, 887... Где ты? 871. Вот у меня есть персонаж. Давайте поглядим, за сколько я его купил. То есть корейца давайте найдем. Вот кореец. Я его купил за 29 БСВ. Ну, это там 30 долларов. Это то, о чем я вам говорил. То есть я его купил за 30 долларов. Допустим, давайте сейчас мы на время сюда поставим 30 долларов. И получается, что мой персонаж, если я его прокачаю, он будет стоить 81 доллар, имея 1400 энергии. Это намного выгодней, это на 30 практически долларов выгодней, чем покупать третьего персонажа по рынку. Та же самая, в принципе, картина наблюдается и с третьим уровнем. Если третий уровень прокачивать по максимуму, то у нас, в принципе, стоимость персонажа будет в районе там 160-170 долларов. То есть, если брать персонажа вот какого-то за 1300 на 100 долларов, или там 1500 купить за 120 долларов, то его мы прокачаем в районе там 170 долларов до 2000 энергии. А если пойти на рынок и посмотреть, сколько стоит персонаж с 2000 энергии, то вы как бы увидите, что это будет цена ближе к 300 долларов. То есть, по деньгам это выгодней. То есть, на этом, ну, думаю, первую часть мы разобрали. То есть, стало уже понятно, что нужно делать, что не нужно делать. А теперь давайте поймем, как же это отражается в игре. Мы поняли, что персонажи, прокачанные на максимум, выгоднее, чем такие же персонажи, купленные с рынка. Но это будут персонажи уже на уровень выше, с более высоким потенциалом. И, возможно, за этот потенциал стоит таки переплатить. Потому что чем больше у персонажа энергии, например, не 1400, а 2000, тем меньше нам нужно персонажей, чтобы сыграть в какую-то определенную игру. Например, что лучше взять? 7 игроков по 1000 по рынку и пойти сыграть в игру на 7000 энергии, то есть максимальную игру на данный момент. Или, допустим, взять этих же персонажей, но уже 5 и прокачать их на максимум до 1400 и пойти на ту же игру в 7000 энергии. Или вообще стоит взять игроков на 2000 энергии и пойти ими играть в игру в 7000. То есть об этом сейчас я вам расскажу. Ну и так давайте на примере игры на 7000 и потом игры на 6000 мы разберем эти примеры. Так, первый пример. Мы берем по рынку игроков с 1000 энергии. То есть вот этих вот игроков по 41 доллар. 7 игроков по 41 доллар. Вот это все дело перемножается. Мы получаем
287 долларов мы тратим на игроков, их у нас 7 штук, поэтому нам нужно 2 автобуса трехместный и 1 автобус одноместный. То есть я считаю по 40 долларов за автобус. Я сегодня таких 2 автобуса отхватил по 40 долларов, то есть их найти можно, если поискать. Ну и 8 долларов это цена первого автобуса, которые раньше были вообще бесплатно практически. Итого на автобусы мы тратим 88 долларов. Сколько же мы тратим на контракты? Мы тратим на контракты 7 умножить на 51 доллар. Это на данный момент до конца месяца стоимость контракта на 60 дней, 51 доллар. Итого мы тратим на контракты больше, чем на игроков, то есть 357 долларов. Это примерно в сумме сколько? Ну, 375 мы тратим на игроковые автобусы и 357 мы тратим на контракты. Итого у нас затрат 732 доллара. Стоимость 7-й игры у нас вот 60 умножить на 30. То есть 1800 условных единиц это мы за 2 месяца получаем с 7-й игры. Ну, естественно, минус комиссии, минус по доллару за каждую игру, там еще что-то будет. Ну, выгода очевидна. То есть примерно в 1000 долларов мы получаемся в плюсе. Но сейчас мы не говорим о выгодности, окупаемости игры. Об этом я говорил в предыдущих 2 видео. Можете посмотреть на канале. Уже было 3 видео, посвященных этой игре. Гайд 1, 2, 3 они называются. Мы сейчас сравниваем между собой всего лишь, что выгоднее. Идем дальше. Берем вторую игру. Мы покупаем игроков этих же за 1000 по 41 доллар, но прокачиваем их до максимума. То есть у нас игрок, получается, стоит 81 доллар. Чтобы набрать 7000 при энергии в 1400, вот нам понадобится 5 игроков. Итого 5 игроков, прокачанных своими руками, будут стоить 81 доллар умножить на 5, 405. У нас игроков 5, но нам понадобится всего лишь 2 автобуса. Это будет автобус на 3 места и автобус на 2 места, то есть 40 плюс 25. Цена контрактов также у нас уменьшилась, она стала не на 7 игроков считаться, а 5 у 5, 25. То есть 255 долларов за 5 контрактов на 2 месяца. Итого получается цена 725. И здесь мы получаем, ну, в принципе, равнозначность с перевесом, сколько, в 7 долларов в пользу самостоятельной прокачки. То есть есть такой плюс. То есть делаем вывод, что оно, в принципе, одинаково. То есть как хотите. Хоть покупайте, хоть не покупайте, разницы нет. Следующий пример. Мы берем игроков с 1400 энергии по рынку. То есть мы берем игроков 3-го уровня с энергией в 1400. Сколько я там их считал? Я считал их по 110 долларов. Ну, среднее между вот этими двумя 110. Это, в принципе, соответствует действительности. Нам понадобится также 5 игроков. Обойдутся они нам уже в 550 долларов. То есть разница на игроках, видите, большая. В прошлый раз самостоятельная прокачка 405 стоила, если купить 7 игроков по рынку, это вообще там меньше 300 долларов. То есть цена сильно растет, потому что игроки с большим количеством энергии по рынку стоят дороже. Вот, есть такой показатель хороший, сколько стоит 100 единиц энергии внутри игрока. Ну вот вы видите, что во 2-м уровне средняя цена энергии в районе 4, а в игроках 3-го уровня средняя цена энергии уже 8. То есть в 2 раза дороже одна энергия стоит между 2-ми и 3-ми игроками. Но мы экономим на контрактах. И в дальнейшем с каждым месяцем, ну точнее даже через 2 недели, стоимость контрактов возрастет, ну вес контракта в общей рентабельности игры вырастет на 60%. То есть он был 1, станет 1,6 через месяц и 2 недели. Потому актуальность этой таблички будет смещаться в пользу игроков с большим количеством энергии. То есть прокачивать игроков в максимум станет выгодней, но это будет почти через 3 месяца. То есть если вы сейчас доиграете этот месяц до конца, потом купите контракты на 2 месяца за 60 там, ну за 51 доллар на 2 месяца, то вы этот момент отсрочите, ну почти на 3 месяца на данный момент. Потому как бы можно налетать на игроков 2-го левела, и они успеют себя отбиться еще по цене 1 доллар. А дальше уже будете решать, прокачивать вам их или нет. Итак, возвращаемся к примеру с игроками за 1400 долларов, средняя цена 110. Опять же, их 5, все цены по автобусам то же самое, но цена входа уже 870 долларов. А заработаем мы ровно столько же. Идем, еще один пример я вам предоставлю. Мы берем 2
двух игроков на 2000, самостоятельно прокачав их, и одного игрока на 1000 берем. Где это я? Что мы тут считали? Вот, я брал вот этих вот игроков, то есть игрока, купленного за 1700, то есть самого выгодного, и прокачанного, потому что его сумма с прокачкой стоит $166. Это до 2000, то есть два игрока по $166, и один игрок там за $41, потому что он не прокачанный. Нам нужно всего 7000 энергии. Точнее, должно быть 3 игрока, правильно, 3, цифра 3. Умножаем на это. 3 игрока по 2000 за $166, и один игрок за $41 не прокачанный. Ой, отменять. Итак, его цена. Цена всех игроков, смотрите, получается 539. То есть, ну, выгодней. Выгоднее взять вот этих вот ребят, нежели по 1400 по рынку. Затраты у нас будут, опять же, 4 игрока, то есть 3 автобус трехместный плюс одноместный, то есть 48, самая меньшая цена затрат на автобус. И контракты нам тоже будут самые дешевые, потому что всего 4 игрока, это $204. Но суммарные затраты тоже довольно высокие, 791. Это, конечно же, лучше, чем по рынку за 1400, но хуже, чем просто взять тысячных игроков, и даже хуже, чем прокачать этих тысячных игроков на 1400. И как вы видите, вот уже даже по этим примерам становится ясно, что игроки на 800-1000 второго левела сейчас must have. Это самое лучшее на данный момент приобретение. Понятное дело, что через несколько месяцев ситуация сместится в пользу игроков третьего уровня. Но вы на тот момент уже сможете заработать и отобьетесь. Что будет с ценами на игроки, мы, конечно же, не знаем. Скорее всего, они вырастут. Через месяц цены на игроков третьего уровня, скорее всего, будут расти. Ну и на автобусы. На автобусы вообще цены растут прям как инфляция. Растет непрерывно. Еще раз повторю, вывод какой. На данный момент, что покупать по рынку, что прокачивать, примерно одинаково. Прокачивать, если у вас есть возможность, смысл есть. То есть потеря либо минимальная, либо равнозначна. Давайте еще мы посмотрим на примере игры на 6000. То есть берем 6 игроков по 1000, тоже по рынку, за $41, 246 тратим. Берем 2 автобуса, 3 трехместных, $80 тратим. Контрактов у нас будет 6. То есть $306 тратим на контракты и зарабатываем, точнее не зарабатываем, а вкладываем $632. Заработок какой у нас будет с 6 игры? Это $49. 49 умножить на 30. 1470. Ну, правда, я тут коэффициент, ребята. Да, я не учитывал коэффициент, это еще надо умножить на 0,84. $1200, а в 7000 игре у нас тоже не посчитал, а 60 умножить на 30 и умножить на 0,83. То есть там будет не 1800, а 1500. Ну, картина это не меняет, все равно окупаемость прекрасная. Дальше такой же пример. Берем с докачкой, берем игроков на 1500 и докачиваем их до 2000. Ну, просто 2000 очень удобно считать. Давайте смотрим на формулу. 115 умножить на 3, я считаю, что... Ну, тут математика у меня какая-то особенная. Я взял 3 игрока по 115, то есть это базовая цена игрока стоимостью там 1500, и добавил 152, это затраты на всю энергию. Не знаю, что меня так, короче, повело в тот день, почему я так написал, но цифра, в общем-то, правильная. Все равно же это написать 166 умножить на 3, получается тех же $498. Просто я тут когда по-другому считал. Автобус нам понадобится всего лишь один трехместный, это $40. Контракты. Почему нет тут контракты по нулям? $153 это контракты. И вот такая вот у нас сумма. То есть мы потратим $690. То есть на данный момент, да, не дешевле, выгоднее, на $60 выгоднее взять 6 игроков по 1000, нежели прокачивать. Но в перспективе выгоднее все-таки брать вот этих. Ну, с перспективой на 2 и больше месяца. Следующий пример. Берем 3 игрока в 1500 по рынку. Это берем 3 игрока по $120. Точнее, 4 игрока по $120. Получаем тех же самых 6000 энергии. Получаем
4 персонажа, то есть нужно трехместный автобус плюс одноместный, так дешевле, можно взять и четырехместный автобус, но четырехместный автобус стоит $140, 130 сейчас. Выгоднее, если мы ограничиваемся именно небольшим бюджетом, то выгоднее брать так, как я пишу. Понятно, есть люди, которые, я знаю людей, у которых там по 100 тысяч SE энергии, там по 200, которые с 15 аккаунтов играют, у них математика немножко другая, им все-таки выгоднее, и прокачивают они всех персонажей full, то есть им выгоднее брать уже, может, и четвертые автобусы, математика позволяет, особенно на перспективу. То в нашем случае это не так. В нашем случае все-таки... Что не так? Ага, позбивалось. И так, и последний пример. Я взял не оптимальную цену, вот когда мы взяли, отхватили чудом игрока с 1700 энергии за $135, когда мы берем более распространенных, простых игроков третьего уровня с энергией в районе 1200 за $100 и прокачиваем их самостоятельно на максимум, то есть тут получается игрок дороже на $10, чем более выгодный. Математика примерно та же самая, понимаете, ничего особо не изменилось, что вот это, но мы немножко теряем, получается 719. И уже здесь разница, да, не такая большая, между 719 и 732, что прокачивать по рынку до 2000, что взять 4 игрока по 1500, разница небольшая. Самый выгодный на данный момент остается, как я говорил, игроки второго уровня в районе там 800-1200 купленные за цену там $30-50. Это на данный момент самые выгодные игроки. Но дальше цена контракта будет меняться и будет, по-моему, она стоит уже не 51, а 81. Давайте, если мы это напишем, то затраты наши вот такие вот становятся. Там, где было 700, стало 900. Там, где было 600, стало 800. $200 вы теряете, $200. Но опять же, при прибыли на игру за 2 месяца в районе 1200-1500, потеря $200, погоды не сыграет. Игра остается по-прежнему очень выгодной. Потому, ребята, ссылка на игру, которая позволит вам сэкономить денег, будет в описании в шапке этой таблицы. Также ссылки, закрепленные на BSwap и на игру, будут под видео и в комментарии под этим видео также. На данный момент рекомендую вам играть, потому что это сейчас мега-супер выгодно. Заходите на небольшую сумму, пробуйте, вникайте, но помните, что время раздумывать у вас есть до конца месяца. Потом будет все дороже из-за роста цены на контракты. Так, а теперь давайте разберемся с этим немножко бардачком. Здесь у меня, как видите, 4 автобуса, 4 третьих автобуса, да. Отхватил я такие по $40 парочку. И 2 я переслал на второй аккаунт. Что мы сейчас сделаем? Как видите, у меня суммарно 19 тысяч SE энергии набрано 18 игроками. То есть в основном второй, третий уровень. 2 первых это те, что с самого начала у меня тут затесались, да, и кстати, у них успеют закончиться контракты, и я смогу их купить еще дешевые контракты, но на них я покупать не буду. Мне есть там уже другие игроки, купленные там за пару долларов с энергией там в 500 примерно, ближе к 500, если понадобится. В целом первый уровень после, только в течение, наверное, этого месяца будет актуальный, то есть кто хочет попробовать, то сейчас есть возможность там купить их по $1-2, купить себе 3 персонажа, считай, что за бесплатно, купить себе за 40-50 долларов один автобус, и даже нет, не нужно, покупайте 2 персонажа, по 400 получается там, или даже по 500 там, туда-сюда. В общем, можно поиграться. Можно купить 2 автобуса второго уровня, то есть это будет суммарно $40 4 места, и купить 4 персонажа по 500. Это будет, там, они будут по $2, можно реально отхватить. И это будет самый дешман вход, чтобы сыграть в игру номер 2 на 2000. Ладно, это мы отвлеклись. Так, как видите, у меня здесь много персонажей без контрактов. То есть вот нам подсказка, то есть 9 персонажей не имеют контракты. Это и из того, что я не так давно докупал. Вот этот персонаж вообще $11 стоил. Вот этот что-то в районе там $23 я купил.
Вот этот 870, наверное, в районе 35-33 долларов. Ну, такие примерно цены я покупал. Ну, тысячники это мои самые первые персонажи вместе с этими. Да, и вот чего еще? Я вот докупал вот в основном третьих персонажей. Хотя самые выгодные сейчас покупать вот этих вот персонажей. В районе 800-900 энергии за 30 долларов. У них вообще просто окупаемость молниеносная практически. Ну, а мы тогда сейчас быстренько купим на всех контракты. Мне сейчас нужно будет их перекидывать на второй аккаунт. Но, как я сказал, у нас до конца этого месяца действуют дешевые контракты по $1. То есть вы на 60 дней можете купить контракт со скидкой за 51 доллар. 51 БСВ, доллар сейчас это примерно одно и то же. То есть вот так вот. Потому что дальше контракты будут 1,2, 1,4, 1,6 доллара на один день. Сейчас же расчет $1 на один день. Потому, чтобы успеть до конца месяца перекупить новые контракты, то есть я сейчас куплю контракты самые дешевые на 15 дней. То есть я 15 дней вот этими всеми новыми игроками играю. Потом это у нас получается 15 дней, это 2 недели. Ну сколько? То есть вот раз, два. Ну и получается где-то там 18-19 числа я покупаю контракты на них же на 60 дней. Ну да, я там, скажем так, неделя у меня была бы еще в запасе, но ладно. Лучше эту неделю, пусть они деньги зарабатывают. И потом я буду еще 60 дней пользоваться дешевыми контрактами. Все те, кто будут заходить после января, то есть начиная с февраля, будут покупать уже контракты по $1.20 за день. Но это существенно влияет на ваш доход. Потому мы сейчас делаем вот так. Я покупаю все на 15 дней. Почему? Вот я их специально не перебрасывал отсюда, чтобы сделать это одним действием. 350 тысяч. Так, 350 тысяч. Давайте сейчас попробуем это дело купить. На всех. На 9 игроков одним махом покупаем контракты. Но это, в принципе, то же самое, что сходить в игру. То есть там оно по умолчанию ставит вам 1 миллион газа. Сейчас посмотрим. О, контракты купились. Все. Транзакция прошла. Давайте сейчас мы... Вот списались мои БСВшки. Давайте сейчас зайдем на EtherScan и посмотрим, сколько же по деньгам это нам обошлось. Так, сейчас. Транзакция еще не подтянулась. 23 секунды. Вот это она. 47 центов, ребята. Вот, 47 центов. Я купил контракты на 9 игроков. Если бы вы покупали по отдельности и не корректировали цену газа, вы бы заплатили за каждого там по $1. Вы бы заплатили 9 баксов, а я заплатил 0,47. То есть, ну, так надо экономить. И то же самое с игрой. Я много раз вам про это рассказывал. Также не забывайте. Так, а теперь мне нужно... У меня есть такая вот чудесная табличка. Вот моя табличка. Я тут сидел полчаса, короче, придумывал, кого куда перекинуть. Вот эта вот табличка. Вот это все мои персонажи с их уровнем энергии. Вот я перекидывал на один аккаунт и на втором аккаунте. На первом аккаунте у меня 12 мест. Вот видите, здесь 12, но здесь один пропуск. И вот 12 место. 12 мест. Поскольку на этом аккаунте, на первом, вот на котором мы сейчас находимся, да, я покупал этот Mystery Box. А Mystery Box приравнивается, это все равно, что вы как будто бы сминтили автобус и сминтили плеера. То есть у вас условно разблокированы вот эти вот, да, это считается, что вы как будто бы нажимали минт. А что дает минт? Если вы зайдете вот в голый аккаунт, мы сейчас перейдем на второй аккаунт, и вы увидите, что там ограничение всего лишь 2 автобуса. А у меня здесь 4 автобуса. Ну, некоторые из вас спросят, а откуда же у меня взялись еще 2 автобуса? И еще вот идет таймер вот внизу. Следующий автобус будет разблокирован через 4 дня. То есть у меня будет через 4 дня 5 автобусов. То есть откуда они взялись? Чтобы у вас начался вот этот отсчет, и каждых там, не помню сколько, 5 или 7, каждых, наверное, 7 дней, раз в неделю вам добавляется автобус, но на данный момент максимум 5. И чтобы это начало действовать, вам нужно хотя бы один раз либо нажать Mint, то есть либо нажать создать автобус,
Вот с такими вот вероятностями вам попадет автобус. Ну, 50%, что вам попадет первый автобус, 37%, что второй, всего лишь 13%, что вам попадет третий автобус. Ну, штука очень невыгодная, минтить автобусы, их проще купить. Потому что раньше за $23 можно было купить автобус третьего уровня. А у вас тут шанс 13. Вам надо было бы сколько это раз? Раз 6. Да, 6 раз нажать. То есть автобус гарантированно вам бы выпал, только потратив вы $180. Ну, понятное дело, что там мелочевку вы могли бы продать, но все равно вы были бы в большом минусе. Автобусы покупать нужно с рынка. Так, и теперь мне нужно их поперекидывать. Поперекидывать согласно моей табличке. Так, players. И идем. Кого нужно перекинуть? Вот 1600 нужно перекинуть. Это мой старый игрок. Где ты? Вот 1600 нажимаем отправить. И отправляем на этот аккаунт. Отправка нам обходится в районе 30 центов. В принципе, это можно сейчас будет посмотреть. Потом 13.13, 13.40. Тут надо быть внимательным, потому что все рассчитано. Все рассчитано. Так, 13.13. Ну, тут, в принципе, видно по контрактам, что они свеженькие. А жаль, что нельзя их как-то массово переслать тоже одним нажатием, как купить контракт. 13.13, 13.40. Да. Так, вроде всех переслал, кого надо. Нет, не всех. Так, что-то мне... Да, еще вот 954 нужно переслать. И цифра сойдется. И у меня здесь останется 11 тысяч с мелочью, а на том аккаунте будет там сколько? 8 тысяч с мелочью. Ну, то есть как раз в притирочку ни одна энергия не будет простаивать у меня. И да, получается 31 всего лишь очко лишнее, а здесь 76. Ну, то есть все отлично. Все чудесно, потому что по-другому я тут игрался, то у меня получалось то там 300 очков лишних, то там, короче, пришлось намудрить и еще накопать на других аккаунтах. У меня еще были персонажи на 954 и на 587, то есть потому что без этих цифр у меня вот, ну, вот если их сейчас отсюда убрать, без этих цифр у меня вот никак не получалось. Я уже туда-сюда играл перекидывал, отдаю сюда, здесь 200, здесь 500 энергии лишнее. Ну, короче, вот я долго игрался и пришел вот к такому вот значению. Ну, лишних всего лишь 100 SE энергии у меня. Но они, в общем-то, нам пригодятся. Так, в общем, здесь все отлично. Как видите, ну, нужно ждать энергии, когда освободятся наши персонажи. Это будет через 4 часа на этом аккаунте. А на втором аккаунте, давайте сейчас посмотрим. Вот аккаунт номер 2. Видите, у меня здесь два автобуса всего лишь. И в разделе автобусы, видите, счетчик не идет. Я вот тоже как бы подумываю. Ну, с 2 автобусами на аккаунте, конечно, не очень удобно. Всего лишь 6 игроков. Но у меня будет 8000 энергии. Поскольку я перекидывал сюда одного старого игрока. Видите? Нет, не все, да. Только один вот желтенький. Блин, из-за этого одного игрока мне придется ждать. Так бы мы сейчас смогли с вами, в принципе, сыграть в игру. На 6000, в принципе, можно сходить сейчас, да, на 6000. Но оно мне сейчас не пустит, потому что мне сюда нужно еще перекинуть БСВшку. Чтобы сыграть на 6000, мне нужно 70 БСВшек еще сюда перекинуть. На этом я с вами заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, кому я помог. И до скорых встреч.